Всем привет! Меня зовут Алина. Скажите, хорошо ли меня слышно, видно? Не отстает ли звук, картинка? Все хорошо? Окей. Для начала хочу поздравить всех девочек с праздником 8 марта. Уже более 100 лет женщины борются за свои права, за то, чем им заниматься, как им одеваться, кого любить. Поэтому мы должны со всей ценностью относиться к этому празднику, к самим себе, уважать себя и всех остальных. И я хочу вам пожелать, чтобы вы масштабно мечтали, добивались своих целей, э, чтобы в жизни вам давалось все легко. И пусть ваша вот внутренняя энергия, пусть, она вас бодрит и дает вам силы для того, чтобы вы справлялись со всеми трудностями, которые у вас, в принципе, могут быть. Для начала расскажу немного о себе. Меня зовут Алина. Я работаю в Хала уже чуть больше года. Я UI/UX дизайнер, и с недавних пор я пробую себя в менторстве. Сегодня я для вас подготовила доклад о юзер-персонах. Расскажу вам о их видах, в каких проектах их нужно и не нужно использовать, и как искусственный интеллект может помочь дизайнерам в создании персон. В процессе доклада вы можете задавать вопросы, я буду периодически поглядывать в чат и стараться на них отвечать по ходу. Так, для начала начнем с того, кто такая юзер-персона. У меня немножко тормозит картинка, сейчас она переключится. Вот. Кто такая юзер-персона? Юзер-персона — это собирательный персонаж, который включает в себя паттерны поведения, потребности, боли и цели определенной группы людей. Он создается путем исследования, опросов, интервью, статистики. Персонажи, в принципе, создаются для того, чтобы помогать нам, дизайнерам и разработчикам, проектировать продукты, создавая их максимально полезными, чтобы они удовлетворяли потребности пользователей и помогали им в решении задач. Также юзер-персоны помогают нам проявлять эмпатию, сопереживать своим пользователям и создавать более юзер-френдли интерфейсы. Но нужно помнить о том, что персоны — это не про демографические признаки типа возраст, место проживания, не знаю, там, э, э, отличия по полу, возрасту, религии, месту проживания, национальности и прочему. А это скорее про различия поведения в определенной конкретной ситуации. Демографические данные и описание персоны скорее нам нужны для того, чтобы мы проявляли к ним эмпатию и проникнулись человеком и его потребностями. Начнем с того, какие еще бывают виды персон. Первое — это маркетинговые персоны. Эти персоны больше сконцентрированы как раз-таки на демографические признаки покупателей, к примеру, их возраст, покупательная способность, любимые бренды, маркетинговые привычки и так далее. Заметьте, что я здесь использовала слово покупатель, а не пользователь, потому что эти персоны больше направлены на увеличение продаж, составление маркетинговых стратегий, но никак на улучшение опыта пользователя. Следующий вид у нас протоперсоны. Протоперсоны, по сути своей, практически ничем не отличаются от реальных персон, за исключением одной маленькой детали. Вся информация в них основана только на наших предположениях. То есть можно сказать, что это гипотетические персоны, которые еще не подтверждены результатами исследований. То есть нам никто не мешает выстроить гипотезы, а потом проверить их полевыми исследованиями. И последний вид — это пользовательские персоны. Эти персоны составляются как раз-таки на основе данных, исследований, которые вы получаете в ходе интервью, опросов, тестирования и анализа типичных пользователей.
Немного перейдем к истории. Впервые термин «персона» ввел Алан Купер, это американский дизайнер и программист. Он предположил, что повышение эмпатии к пользователям может благотворно сказаться на результате в продукте. Он приводит пример на автомобилях. Если мы хотим создать, к примеру, новую модель автомобиля, мы должны определиться, для кого мы ее делаем. Если мы делаем автомобиль для лесоруба, то ему подойдет, там, к примеру, пикап. Если мы делаем автомобиль для семьянина, то ему подойдет хэтчбэк. А если мы делаем для мажорчиков, к примеру, то им подойдет спортивный кабриолет. Купер много говорит об эмпатии и о том, что только поняв пользователей, можно придумать, как решить их задачи в продукте. Соответственно, можно сделать вывод, что нам необходимо развивать эмпатию. Сейчас, секундочку, немножко задержечка небольшая. Как мы можем развивать эмпатию? К примеру, мы можем смотреть интервью, общаться с нашей целевой аудиторией, смотреть видео на YouTube и других доступных источниках информации. На этом слайде приведены примеры того, как мы можем развивать эмпатию. К примеру, первое, мы можем создавать карту эмпатии, можно использовать различные темплейты или FigJam, либо просто стикеры. Чуть дальше мы больше разберем этот пункт. Следующее, вы должны слушать и задавать вопросы, то есть постарайтесь найти среди ваших знакомых целевую аудиторию, с которой вы могли бы пообщаться напрямую. То есть вы могли бы задать им вопросы, развивать свои коммуникативные навыки, чтобы узнать больше о их жизни и опыте. Дальше вы можете наблюдать за поведением пользователя при взаимодействии с продуктом. К примеру, вы договорились с вашим знакомым провести с ним небольшое интервью, и вы можете попрактиковаться на примере приложения конкурента. Вот вы хотите создать приложение, вы берете для примера приложение конкурента, даете ему в руки телефон и говорите, можете дать прям конкретную задачу, типа создай в этом приложении список дел или скачай и зарегистрируйся это приложение. И наблюдайте за тем, как он решает эту задачу, с какими ощущениями он сталкивается, спрашивайте его, что его смутило, что ему понравилось, не понравилось. То есть просто наблюдайте, попросите его комментировать его чувства и узнавайте, были ли у него какие-то сложности в процессе взаимодействия с приложением. Дальше вы можете посмотреть интервью и видео на YouTube. К примеру, мне это очень помогло на израильском проекте, когда я совершенно не разбиралась в том, чем живет израильское общество, и мы создавали сайт именно для страны Израиля конкретно. Чтобы проникнуться тем, чем живут эти люди, я посмотрела много интервью различных людей из Израиля, и это помогло мне проникнуться тем, чем они, в принципе, живут, узнать, какие у них, в принципе, ценности, даже как они зарабатывают деньги, как они проводят свободное время, какие у них, не знаю, особенности религии и так далее. Дальше вы можете посмотреть отзывы на Trustpilot, либо на Google Play App Store. В отзывах довольно часто люди пишут искренне свои эмоции, описывают. И часто бывает такое, что отзывы, допустим, повторяются, в плане какая-то есть функция, которая вот не совсем нужна в этом приложении, к примеру. И люди могут по несколько раз об этом писать. Если отзыв повторяется довольно часто, то это может послужить звоночком и быть для вас хорошей подсказкой для того, чтобы чего вообще, может быть, стоит избегать при проектировании приложения. Ну и самое главное, это попробуйте поставить себя на место пользователя, подумайте о том, как бы вы чувствовали себя, находясь в его ситуации, как бы вы реагировали на ваш продукт или услугу.
Вернемся к карте эмпатии. Вот как приблизительно она выглядит. Это карта, которую я создавала для своего проекта мобильного приложения с напоминаниями о праздниках и календаря. Чуть позже я буду приводить примеры, чем именно мне помогло создание юзер-персон на этом проекте. Но, как вы видите, карта здесь разделена на секции. В верхней части вы можете увидеть секцию, что человек думает и чувствует, слева, что слышит, справа, что видит, внизу, что говорит и делает, а также его боли и ценности. В Гугле есть много примеров подобных карт, поэтому советую вам разобраться в этом поподробнее. Тут в целом ничего сложного. В центр этой карты можно поставить фотографию пользователя, если вам это поможет больше настроиться. В целом карта эмпатии лучше работает, когда вы уже провели интервью, пообщались с целевой аудиторией, и вы можете тезисно выписать какие-то выноски с вашего интервью. Если вернуться к теме интервью, то в составлении вопросов вам может очень сильно помочь эта книга «Спроси маму». Кто ее еще не читал, очень советую прочесть. В книге есть очень много примеров прям полноценных диалогов, когда ответ дается из вежливости, не несет никакой ценности. В этой книге в целом идет речь о том, в каком направлении нужно развивать беседу, как избегать желаемых ответов, как понять, что в продукте хорошо или плохо, нужен ли он вообще рынку. Еще в этой книге очень хорошо рассказывается о том, как фильтровать ненужную информацию, типа комплиментов, пустых разговоров, болтовни, общих фраз, идей, гипотетических рассуждений и так далее. Это вообще тема отдельного доклада, как мне кажется, но очень советую всем прочитать эту книгу, кто ее еще не читал. В целом, какие могут быть примеры вопросов? Допустим, на примере мобильного приложения для правильного питания, подсчета калорий и контроля веса, давайте попробуем подумать, какие могут быть вопросы. Допустим, это какие причины заставили вас начать следить за питанием? Какие приложения и инструменты вы уже используете? Что вам нравится, что не нравится в них? Как вы обычно планируете свои приемы пищи? Как вы измеряете свой прогресс? Каких целей вы хотите достичь и так далее. То есть вопросы должны быть максимально конкретные, без эмоциональной какой-то составляющей, без предложений каких-то идей гипотетических, типа «А было ли бы тебе интересно контролировать свой вес?» Ну, что человек скажет? Ну, наверное, да. Ну, типа, мы не должны такие гипотетические вопросы строить, а должны их строить более конкретно, понятно, чтобы человек не отвечал на них, типа, неуверенно. Вот, чтобы эти ответы, вопросы подразумевали за собой конкретный какой-то ответ. Дальше перейдем к очень важному слайду. Какие проблемы бывают в целом в создании персон и почему они не работают? Давайте взглянем здесь, что представляет собой современная персона. Вы наверняка видели эти шаблоны в Google, советы по заполнению табличек и так далее. Что мы здесь видим? У нас есть какое-то графическое изображение, какие-то еще дополнительные графические изображения, цитата, кусок текста о человеке, описание, 4 целей, какие-то диаграммы приоритетов и все. Все это, в принципе, направлено на увеличение эмпатии к нему. Но ценностей, как по мне, здесь мало. Здесь отсутствуют такие важные показатели, как, например, паттерны поведения, как человек решает ту или иную задачу, с какими проблемами сталкивается в процессе. Чуть позже мы создадим правильный вариант, как раз с помощью искусственного интеллекта, который принесет нам намного больше пользы в проектировании продукта. Графически как бы это выглядит симпатично, и можно бы подумать, что это можно добавить себе в портфолио, но я бы такого не делала, если честно. Скорее всего, это будет бессмысленно потраченное время и деньги клиента, а, как правило, клиенты далеко не глупые и все понимают, и, скорее всего, больше к вам никогда не придут. Поэтому прошу вас так не делать. Дальше перейдем к не менее важному пункту. Это то, что персоны
часто используют без потребности, когда хотят, либо по требованию клиента, и даже не задумываются, а есть ли вообще в этом смысл. Давайте рассмотрим необходимое создание персон в разрезе наших проектов, которые мы делаем в Halo. Начнем с лендинга. Создание персон в целом при создании лендинга может быть полезным, но больше для эффективного маркетинга. Но в целом, если у вас уже есть понимание, кто ваша целевая аудитория, какие задачи они ставят перед собой, как они их решают, то создание персон может быть не обязательным. Но если все же смотреть со стороны маркетинга, то персоны могут хорошо сработать, если дизайнеры, допустим, объединятся с маркетинговым отделом и с помощью персон могут построить гипотезы для создания какой-то точечной рекламы, контента для лендинга и контента для соцсетей. Могу вам привести пример эффективного маркетинга, основанного как раз-таки на юзер-персонах. Например, Airbnb еще в 2016 году создала кампанию "Don't go there, live there". В рамках этой кампании были созданы несколько видео, которые показывали, как люди могут чувствовать себя как местные жители, когда они арендуют жилье на Airbnb. Эта кампания была нацелена на молодых путешественников, которые хотят открыть для себя уникальный опыт путешествий, и была настолько успешной, что эта кампания используется до сих пор. Как это может помочь в создании сайта, допустим, в создании лендинга? К примеру, Airbnb могут использовать этот слоган для создания различных блоков и страниц сайта, например, Live like a local или Live there, топ-10 уникальных мест для проживания. Таким образом, это поможет создать более целостную картинку бренда, отразить ценности, в принципе, и концепцию бренда и увеличить его узнаваемость. Плюс это такой подход поможет нам создать более целостный контент, что в социальных сетях, что на сайте, что в различных рекламных кампаниях. В итоге создание персон для лендинга в целом может быть полезным для более глубокого понимания целевой аудитории, к примеру. Но если вы уже имеете хорошее понимание, кто ваша целевая аудитория, какие задачи они ставят перед собой, то вы можете обойтись, в принципе, и без него, используя свои знания и эмпатию. Дальше перейдем к корпоративному сайту. Создание персон здесь, в принципе, может быть эффективным, даже если у компании есть какие-либо метрики, аналитика, анализ конкурентов, анализ отзывов и так далее. Но обычно клиенты редко просят проводить им подобные исследования. Но мы можем делать это как минимум для себя, для общего понимания, какая у нас целевая аудитория. Это молодые люди или бизнесмены, или айтишники, или пожилые, или молодые мамы и так далее. Это поможет нам лучше понять нашу аудиторию, оптимизировать сайт, чтобы он соответствовал четко потребностям и мотивациям клиентам, а не просто был похожим на все остальные и не нес в себе особо никакой ценности. Следующее это у нас мобильные и веб-приложения. Сейчас немножко. Вот. Мобильные веб-приложения. В этом случае, если особенно это новый продукт, я бы советовала обязательно создавать персоны, проводить исследования, смотреть интервью, расписать бы эмпатию пользователей. Даже если у вас есть понимание, кто ваша целевая аудитория, какие перед ними стоят задачи, и вы даже знаете, как их решать. Если у вас даже есть анализ конкурентов, анализ отзывов, создание персон в этом случае поможет получить дополнительную и, возможно, даже очень неожиданную информацию о потребностях и предпочтениях пользователей. И, к примеру, это поможет внедрить какую-то полезную фичу, которой нет у конкурентов, а вы выявили, к примеру, ее потребность в ходе интервью или опроса. Приведу, опять же, примеры своего опыта на основе того же приложения, которое я делала, напоминалку праздников. Я провела глубокий анализ пользователей, и в результате исследования выявила неожиданную штуку, что довольно большое количество людей сталкивается
с тем, что вот у них есть проблема не только с тем, чтобы забыть про чей-то праздник, там, пропустить какую-то важную дату, а еще и сталкиваются с проблемой выбора подарка, поиска идеи для подарка. И я посчитала, что проблему можно решить, добавив функционал генерации подарков, зависимо от интересов именинника. То есть там такой был флоу, что ты сначала выбираешь там, к примеру, мужчина, женщина, ребенок, какие у него интересы, там, не знаю, теннис, плавание, бокс, шахматы и так далее. Потом еще там какие-то данные, короче, выбираешь, и приложение тебе генерит идеи для подарков. То есть в приложении изначально есть база всевозможных идей, собранные из интернета, всевозможных подарков, и таким образом приложение тебе помогает вот решить эту проблему, не уходя на какой-то другой ресурс, в Google, не шерстя миллион сайтов. Плюс, что еще? То есть, что мы еще там добавляли? Мы еще добавляли возможность сделать заметку, то есть вот если человек создает напоминание, допустим, день рождения там друга, он может в этом же напоминании добавить заметку, что нужно подготовить. Потому что у меня, например, каждая подготовка к дню рождения – это огромный список дел. Заказать шарики, заказать торт, купить свечки, надуть шары и так далее. Короче, чтобы вся эта полезная информация была у тебя в одном месте. Давайте перейдем к небольшой практике. Представим, что мы хотим создать приложение с правильным питанием, меню, подсчетом калорий. Те, кто уже пользовался искусственным интеллектом, ChatGPT, знают, что качество вывода зависит от качества ввода. То есть конкретные указания дают лучшие ответы. Поэтому сейчас мы попробуем вместе с вами сформулировать максимально конкретизированный запрос. К примеру, начнем с того, что это будет, к примеру, девушка. Нужно дать ей возраст, личные интересы, придумать ей профессию, к примеру, чем она увлекается, где она живет. Давайте попробуем что-то написать конкретное, типа девушка, столько-то лет, живет в таком-то городе, большом, маленьком, увлекается, не знаю, там, плаванием. Давайте дам вам минутку на то, чтобы подумать и написать. Яна, 25 лет, живет в Калифорнии, хочет идеальную фигуру и минимум усилий на тренировке. Окей, будут еще какие-то варианты? Изначально мы берем данные из того, типа, мы же изначально предполагаем, кто может быть нашей юзер-персоной. То есть, если мы делаем приложение правильного питания, сейчас у нас нету на это времени, типа, пойти в интернет. Конечно же, изначально нужно посмотреть какую-то статистику о правильном питании, кто больше, мужчины, женщины, этим занимается, увлекается. То есть на подготовку к тому, чтобы сгенерировать юзер-персону в ChatGPT, конечно же, нам нужно провести небольшое исследование. Но так как сейчас у нас, хорошо, что ты об этом сказал, типа, это правильный вопрос. Но в этом случае мы можем предположить, что женщины чаще, чем мужчины, увлекаются там правильным питанием. Допустим, чаще всего это молодые женщины. Из этого мы можем предположить, построить гипотезу, опять же, это все строится на гипотезах, что это молодая женщина, там, 25-30 лет, которая живет там в большом городе и бла-бла-бла. Но, конечно же, перед тем, как это формулировать, нужно пойти в Google, перечитать какую-то статистику, посмотреть какие-то данные, видео на YouTube, людей, которые уже проводили подобные исследования. То есть у нас будет, получается, сбор информации, а потом уже формулирование запроса в ChatGPT. Да, но персоны-то могут быть разные. Это может быть один из вариантов собирательного образа. То есть женщина 25 лет – это может быть один из вариантов. То есть это может быть и мужчина-бизнесмен,
и бабулечка с каким-то там желудком. Ну, бабулечки с больным желудком редко пользуются такими приложениями в целом, мне кажется. Но опять же, это нужно обратиться к Гуглу и поискать подобные исследования. Либо же задать конкретный запрос в ChatGPT, собери мне статистику по людям, которые занимаются правильным питанием, спортом, ведут здоровый образ жизни, кто это, мужчины, женщины, сколько им лет в среднем. То есть это все средние показатели. Сколько персон в целом на продукт необходимо? Я думаю, что в целом достаточно 3-4 персон. Все-таки это собирательные персонажи, это не конкретные люди, нужно не забывать об этом. То есть это собирательный образ, поэтому до 3-4 персон, я думаю, будет вполне достаточно, чтобы разделить там на разные категории. Так. Вероника, 30+, живет в небольшом городе возле областного центра, кондитер, работает весь день, нет времени на себя. Обычно в течение дня это перекусы. Ой, очень хорошо вы все расписываете так конкретно. Павел, 45 лет, Украина, хочет продолжать топтать бургеры, но время на тренировку 1 день в неделю. Так, сугубо для кейса. Нет, это не сугубо для кейса. Зависимо от того, с чем к нам приходит клиент. Возможно, он уже проводил какие-либо исследования, мы можем взять их за основу и можем дополнить его исследования нашими персонами, прочитав те же исследования в интернете, да и все. Ну и понятное дело, что нужно отталкиваться от задачи, если в этом есть необходимость, и проект, допустим, требует этого, то тогда, конечно, стоит создавать. Перейдем тогда к результату запроса, вернее. Что он нам сформулировал? Вернее, что я вводила методом проб и ошибок для того, чтобы получить максимально конкретный результат. Сделай мне анализ юзер-персоны девушки 25 лет, которая живет в большом городе, правильно питается, занимается спортом в фитнес-клубе 3 раза в неделю, активно ведет Инстаграм, занимается блогерством. Какие могут быть цели, мотивы и задачи для упрощения составления меню правильного питания, проблемы, с которыми она сталкивается, какие функции должно включать приложение для решения ее задач. То есть здесь мы видим, что запрос включает в себя несколько данных. То есть демографически это ее возраст, пол, хобби, вернее, место проживания, большой, маленький город, ее хобби, увлечения, ее профессия. Дальше мы пишем текст, какие могут быть цели, мотивы и задачи и после для мы уже пишем конкретные задачи. То есть упрощение составления меню, отслеживание прогресса набора, сброса веса, напоминание о приемах пищи, тренировках, к примеру, там, отказа от сахара и так далее. То есть задачи могут быть на самом деле разные, и от этого зависит как раз-таки, сколько у нас будет, в принципе, персон. Дальше мы пишем текст, проблемы, с которыми она сталкивается, и какие функции должно включать приложение для решения ее задач. Исходя из нашего запроса, мы просим искусственный интеллект дать нам список возможных функций. И что у нас в итоге получается? Это на самом деле кусок результата из ChatGPT. Дальше мы перейдем еще к другим результатам, которые он нам дал. И давайте посмотрим, что он нам нагенерил. У нас есть демографические и поведенческие данные. Демографические данные здесь больше, опять же, для увеличения эмпатии, помогая нам представить, что это реальный там человек, собирательный образ. Для этой же цели я расположила здесь фотографию, имя, цитату, которую тоже там можно сгенерить в ChatGPT на основе этой персоны. Но больше нам
нам интересны здесь поведенческие данные, ведь из них можно достать тезисы, которые могут пригодиться нам при проектировании функционала приложения. К примеру, ищет новые идеи для здоровых блюд, хочет контролировать калорийность еды, ведет активный Инстаграм-аккаунт. К примеру, это может быть функция поделиться своими результатами в сторис, полезно для этой персоны и так далее. Дальше у нас результат включает в себя цели, мотивы и задачи, и проблемы. Как вы можете заметить, ответ получился довольно обширный, и это еще не все. Мы здесь можем увидеть цели, мотивы, задачи. И цели это может быть упрощение составления меню правильного питания, сохранение мотивации для занятий спортом, создание контента для Instagram. А из проблем это может быть недостаток времени на приготовление еды, ограниченный выбор здоровых продуктов, поддержание оптимального веса и недостаток знаний о правильном питании. Как вы можете заметить, ChatGPT подробно описал каждый из этих пунктов, что в целом тоже может быть полезно при проектировании приложения. И самое важное, что он нам предложил, это решение. Сейчас мы перейдем. В решении он нам предложил различные варианты, которые подходят именно под эту персону. Создать калькулятор калорий, создать базу данных продуктов с информацией там, о калорийности, содержании белков, жиров, углеводов и так далее. Отслеживание пищевого рациона, то есть возможность отследить, какие продукты мы употребляем, сколько калорий, питательных веществ в них и так далее. Социальное взаимодействие, то есть возможность делиться успехами в социальных сетях. Добавить функции для отслеживания активности, такие как количество шагов, количество выпитой жидкости, интенсивность упражнений и так далее. Уведомления и напоминалки о необходимости потребления еды, выпивания количества воды и так далее. Дневник успехов для того, чтобы отслеживать прогресс и ставить цели. Как по мне, тут получился довольно качественный результат, который уже дает нам понимание о возможных функциях приложения, исходя из ее потребностей. Секунду, сейчас оно переключится. В общем, можно сделать вывод, что искусственный интеллект – это топовый инструмент для дизайнеров, им можно и нужно грамотно пользоваться как дополнительным инструментом в работе. Конкретизируйте свои запросы, избегайте грамматических ошибок и помните, что качественный ввод равно качественный вывод. И не забывайте о критическом мышлении, то есть не нужно полагаться исключительно на чат GPT. Также нужно проводить анализ того, что он нам выдал, и будет вам счастье, счастливые клиенты и, самое главное, счастливые пользователи. Здесь я прикрепила еще раз подсказку для вас на будущее в конце, чек-лист тезисов для формулирования запроса. На самом деле пробовала много разных вариантов, и вот этот дал наиболее качественный результат. Вы, конечно же, можете экспериментировать, пробовать что-то добавлять, что-то убирать. И надеюсь, это поможет вам в проектах, поможет создавать продуманные качественные интерфейсы, нацеленные на конкретные потребности людей. И спасибо вам за внимание. На этом все. Надеюсь, доклад был для вас полезным или хотя бы интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо моему лиду Андрею Наконечному за огромный вклад в этот доклад и помощь с докладом. Хорошо. Всем тогда спасибо за внимание. Хорошего дня. Всех обнимаю. Пока-пока.